Как проложить проводку и разместить розетки с выключателями. Правильная разводка электропроводки в квартире – основа уюта и благополучия. Поэтому так важно знать, где проложить проводку, а где разместить розетки и выключатели. Иначе потом будет проблематично гвоздь вбить, не говоря уже о комплексном ремонте. Да и распутывать провода многочисленных удлинителей тоже не хотелось бы. Идеальный вариант – продумать расположение электроприборов еще на этапе проектирования. И в этом смысле, конечно, очень важно иметь план расстановки мебели, чтобы планировать розетки там, где будут подключаться приборы. Что нужно учитывать, расскажем в этом материале. Правильная проводка. Правильно прокладывать электропроводку по горизонтальным и вертикальным линиям, независимо от того, в кабель-канале или под штукатуркой, но все же нередко можно встретить проводку, проложенную кратчайшим путем, произвольно. На такое ухищрение идут по нескольким причинам. Из-за экономии электропроводки, незнания правил электромонтажа, небрежности электромонтажника. С целью экономии времени и сил. Почему так важно соблюдать геометрию прокладки электропроводки? Неправильно смонтированная электропроводка повышает риск однажды обесточить часть линии. Сделали ремонт, произвели в доме перестановку мебели, на образовавшемся пространстве решили повесить новую картину. Сверлим и попадаем точно в то место, откуда вылетают искры. Такой сценарий не придуман, это обычное явление. Правила прокладки электропроводки требуют, чтобы там, где установлена розетка или выключатель, провода опускались строго по вертикали к электроустановкам. Если в дальнейшем понадобится повесить картину, риск повредить электропроводку сводится к нулю. Вертикально проложенные провода должны быть удалены от дверных и оконных проемов не менее чем на 10 см. Вблизи отопительных труб прокладка должна осуществляться на расстоянии не менее 15-20 см. При перпендикулярном пересечении электропроводка должна быть защищена асбестовыми прокладками. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами, газ, производится на расстоянии не менее 40 см. Следить нужно также за острыми углами бетона, металлическими частями и усадкой здания. На какой высоте от основания потолка закладывается электропроводка? Минимум 15 см, зависит от высоты потолка. Принцип такой: если планируется установка подвесного или натяжного потолка, провод должен оставаться в доступной зоне. Если новый потолок от основного потолка будет опущен на 30 см в квартире с высокими потолками, электропроводку стоит продолжить на расстоянии 40 см. Учитывать такое правило нужно даже в том случае, если ты на данный момент не планируешь монтировать подвесные потолки. Правило размещения выключателей. Выключатели основного освещения размещают возле двери на высоте 75-90 см. При выборе высоты учитывайте средний рост взрослых членов семьи. Всем должно быть удобно нажимать на клавиши, отведя опущенную руку в сторону. Высота 80 см оптимальная практически для всех. Выключатель не должен быть закрыт мебелью или открытой дверью. Его размещают с той стороны, где располагается ручка закрытой двери. Выключатели в ванной комнате, туалете и кладовой размещают в коридоре, а в жилых комнатах, кухне и коридоре внутри помещений. Выключатели дополнительного освещения, декоративной или комфортной подсветки можно расположить на любой стене, ориентируясь на дизайн комнаты. Особенности размещения розеток. Высота расположения розеток – причина многих споров. В последнее время получила широкое распространение так называемый Евростандарт установки розеток и выключателей, по которому розетки устанавливаются на высоте 30 см от пола, а выключатели на высоте 90 см от пола. На самом деле, как такового евростандарта высоты расположения выключателей и розеток не существует. Это определение пришло к нам вместе со всем известным понятием евроремонт, на смену так называемому советскому стандарту, по которому выключатели устанавливались на уровне плеча.
то есть на высоте 160 см от пола, а розетки на расстоянии 90 см от пола. В первом случае мы получаем удобный доступ к электричеству для любых приборов, стоящих на какой-то поверхности. Во втором, для напольных торшеров и эпизодически используемые техники вроде пылесоса. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Даже советский способ монтажа выключателей многие люди по-прежнему считают самым удобным. Выключатель находится в поле зрения глаз, позволяет установить рядом мебель, которая его не закроет, а также безопасен для детей. В то же время Евростандарт более эргономичен, так как позволяет управлять освещением, не поднимая высоко руки, не глядя, а в розетке, расположенной на высоте 90 см по советскому стандарту, удобнее включать электроприборы, не приходится нагибаться. Но если прибор не требует постоянного выключения из сети, стоит всегда в одном и том же месте, удобнее будет розетка, расположенная ниже, чтобы по максимуму были скрыты от взгляда провода питания. Правильно спроектировать высоту установки и расположение розеток можно при соблюдении нескольких простых правил. Правила расположения розеток. Сперва определись с расстановкой мебели и электроприборов в помещении. Для этого составь схему, желательно в масштабе, на которой отметить всю мебель, а также технику, требующую подключения к электричеству. Затем обозначить все розетки, в том числе для интернета и телефонные. Лучше всего предусмотреть их с запасом. Розетки для стационарной техники, компьютер, телевизор располагают так, чтобы всегда иметь к ним свободный доступ. Но в то же время желательно, чтобы они скрывались за самими электроприборами. Розетки, которые будут использоваться периодически и располагаться на открытых участках стен, лучше всего сделать на одной высоте 30 см от пола. А количество предусмотреть систему расчетом, чтобы пылесос дотягивался до любого помещения. Розетки над письменным столом, прикроватными тумбочками, комодами лучше всего располагать на высоте 15-20 см от поверхности мебели. В тех местах, где ты точно не уверен в расположении мебели или электроприборов, советуем устанавливать розетки не выше 30 см, а выключатели 90 см от уровня пола. В большинстве случаев это наиболее удобный вариант. Расположение электроточек в ванной. В домах, которые построены более 30 лет назад, никаких розеток в ванной комнате и туалете не предусматривалось вообще. Сегодня джакузи, бойлеры, вытяжные вентиляторы стали стандартом, поэтому, проектируя ванную комнату, нужно сразу же присмотреть места для розеток. Розетку для джакузи и душевой кабины можно устанавливать за их декоративными стенками. Ты не будешь постоянно включать и выключать эти агрегаты. Розетка для вытяжного вентилятора может быть установлена наверху, рядом с ним, хотя чаще всего вытяжной вентилятор подключают к системе освещения. Включил свет и заработал вентилятор. Возле зеркала в ванной, которое обычно висит над умывальником, можно смонтировать одну или две розетки. Одну можно использовать для питания светильников над зеркалом, вторую для фена, бритвы и прочих мелких приборов. Если габариты ванны позволяют установить еще и стиральную машину, помни, что розетки для нее располагаются на расстоянии не менее 50-60 см от водопроводных труб. Совет. Розетки и выключатели в ванной комнате должны соответствовать стандарту для влажных помещений, класс защиты не менее IP44, и быть надежно заземлены. Дизайнер или проектировщик непременно должен сказать тебе об этом. Правило расположения розеток в кухне. По количеству электрических приборов за единицу площади кухня даст фору любому помещению. Просто посчитай: холодильник, электроплита или плита газовая, но с электроподжигом, духовой шкаф, вытяжка над плитой, микроволновка, электрочайник. И это только те приборы, которые включены в сеть постоянно. Плюс на кухне могут поселиться стиральные и посудомоечные машины, а это еще две розетки.
А кроме них еще миксер, блендер, кофемолка и кофеварка, электромясорубка и соковыжималка, блинница, сэндвичница и куча всяких приборов, которые мы достаем и включаем регулярно. Считаем еще раз. Для включения постоянно 8 и минимум 5 надо иметь на всякий случай. Но здесь есть свои нюансы. Розетки для холодильника и плиты могут располагаться прямо за ними. Часто ли так делаешь перестановку в кухне? Включил и забыл. Если микроволновка у тебя стоит на холодильнике, а такое часто бывает, ее розетка там же, за холодильником. То же касается стиралки и посудомойки. Розетки для них, как правило, прячутся за кухонным гарнитуром. Розетку для включения постоянной вытяжки лучше всего смонтировать под потолком. Если ты собираешься использовать электрическую плиту и электрический духовой шкаф, для них нужна отдельная проводка, более толстого сечения и отдельные розетки. Нюансы размещения розеток в спальне. Если ваша спальня имеет классический формат с двуспальной кроватью и тумбочками по краям, возле каждой из них неплохо бы иметь по 2 розетки. Отключить лампу, ночник и оставить себе розетку для зарядки мобильного или планшета. Такое же количество розеток нужно и для 2 отдельных кроватей. Если в спальне есть еще и туалетный столик, то возле него непременно должны быть розетки. Лучше 2 или 3. Фен включить, например. Телевизор в спальне – обычное явление. Чаще всего он вешается на стену так, чтобы было удобно смотреть его, лежа на кровати. Поэтому и для него нужна розетка. Принцип ее установки тот же, что и для подвесного телевизора в гостиной, за экраном. Кондиционер в спальне требует еще одной розетки, которая должна быть установлена вверху, рядом с местом монтажа кондиционера. Помните про свисающие некрасивые провода? Вот как раз тот случай. Пользуясь этими нехитрыми правилами, здравым смыслом и правилами техники безопасности, ты сможешь добиться оптимального расположения розеток и выключателей у тебя дома. Помни, что лучше сразу все верно рассчитать и предусмотреть, чем переделывать электропроводку после.